Здравствуйте! Сегодня мы устанавливаем Ubuntu сервер 22.04 LTS на два физических диска, собранных в программный RAID 1. Поскольку в данном случае установка происходит на железное железо, заходим в BIOS там или в UEFI и убеждаемся, что загрузка будет происходить с нужного носителя. И вот действительно система не видит ничего, кроме нашей флешки, соответственно, с нее и будет загружаться. С этим все в порядке. Оставляем язык установки. Отказываемся от обновления установщика. Соглашаемся с английской раскладкой клавиатуры. С выбором типа установки тоже все понятно, ставим именно сервер. Ну, немного подробнее остановимся на сетевых настройках. Выбираем требуемую сетевую карту, она здесь одна, но их может быть и несколько. В ее настройках необходимо выбрать Manual, то есть ручная настройка. Ну и вкратце, что какое поле здесь дальше означает. Маска подсети – это разбитое надвое, записанное в двоичном коде нулями и единицами, число, где единицами обозначаются биты, относящиеся к сети, а нулями биты, которые относятся к хосту, то есть компьютеру, серверу, рабочей станции и так далее. После чего данное двоичное число записывается в десятичном виде таким образом, что числа отделены друг от друга точками. А в конце, после слэша, указано, сколько битов выделено под физические компьютеры. Например, в маске 255.255.255.0 первые 24 бита будут относиться к сети, а последние 8 бит к хостам, которые в ней расположены. Если вы где-то арендуете мощность, соответственно, там уже вам хостер расскажет, какие у вас адреса. Маску подсети мы выбираем себе с некоторым умыслом, который через строчку станет понятен. Адрес, то поле, которое чуть-чуть ниже, это тот адрес, по которому мы будем связываться с нашим сервером. Соответственно, он должен попадать в адресное пространство по этой маске. Там любой абсолютно выбираем номер, который нам больше понравится. И Gateway — это, собственно, наш маршрутизатор. Там либо надо пробрасывать порт, соответственно, будет соответственной маской, либо выбирать тот, который от производителя. Следующая строчка с подзаголовком Name Service — это там, где просят ввести какие-то IP-адреса, разделенные запятой. Это просто-напросто адреса DNS-серверов. То есть серверов, которые, значит, все эти цифры переводят в человека понятные названия. Например, вот эти вот IP-адреса — это как раз и есть адреса таких серверов. Заполняем поле с IP-адресами DNS-серверов, при этом не забываем, как я, что они разделяются запятыми. Еще здесь можно обратить внимание, что снизу можно также добавить и доменные имена, если они есть какие-то, вот их можно туда добавить. Сохраняем. И некоторое время ждем, пока, собственно, сервер подключится к интернету. И потом нажимаем «Готово». Сеть настроена. Прокси-сервер нам не нужен. И используем то зеркало, которое ближнее. Можно выбрать то, которое нужно.
Ну и в следующем окошке мы наконец добираемся до места, где заявляем, что будем создавать RAID. То есть для этого нам опять же нужно поставить галочку, что это будет какой-то наш собственный, а не автоматический выбор, и нажимаем на «Готово». В том случае, когда RAID на физических дисках, необходимо помнить, что желательно выбирать диски с одинаковыми параметрами и от одного производителя. Для остальных случаев можно держать в голове, что RAID будет использовать возможности самого скромного из дисков. Сама разметка состоит из 4 основных действий. Во-первых, необходимо обозначить каждый из дисков как загрузочный, выбрав в настройках одного из них Use as a boot device, а в настройках другого Add as another boot device. Во-вторых, зайдя в раздел FreeSpace каждого диска, необходимо создать там несколько технических разделов. В нашем случае это будет раздел загрузочной секции boot и основной раздел для информации slash. Создаем их без форматирования. Раньше часто создавался раздел swap, по идее они нужны для использования в тех случаях, когда по каким-то причинам заканчивается оперативная память. И на замену ей ради сохранения работоспособности, задействовался жесткий диск, хотя обращение к нему закритично медленно. Но все-таки это предотвращало краш системы. Мы его создавать не будем, будем надеяться, что у нас с этим будет все в порядке. В-третьих, надо в разделе Create a Software RAID объединить соответствующие свежесозданные разделы на дисках в рейды сообразно их назначению. И в-четвертых, необходимо будет в пункте File System Summary разметить, отформатировать разделы ext4 и соотнести их с соответствующими директориями. На вкладке Storage Configuration по нашему плану заходим в меню физического диска и выбираем Use as boot device. А в аналогичном меню второго диска Add as another boot device. Второе действие. Заходим в раздел FreeSpace одного из физических дисков. Выбираем для него Add GPT Partition. Обозначаем размер этой части партиции как 1 гигабайт. А в разделе формат выбираем Leave Unformatted. То же самое разбиение на 1 гигабайт повторяем для второго физического диска. Теперь точно так же в разделе FreeSpace на каждом из физических дисков создаем по разделу на все остальное пространство диска. То есть не указываем в первом пункте никакого размера. И точно так же оставляем их неразмеченными, выбирая Leave Unformatted. Вот мы и добрались до третьего этапа, где из созданных разделов мы сформируем рейды. Заходим в Create Software RAID. Объединяем партиции одинакового размера в RAID. Обратите внимание, что мы можем назвать их как угодно в верхнем окне. А во втором поле у нас выбран именно зеркальный первый RAID. Выбираем части по 1 гигабайту. После этого в разделе Available Devices появилось нечто MD0 размером около 1 гигабайта. Все хорошо. Снова заходим в Create Software RAID и таким же образом объединяем оставшиеся части дисков в свой собственный зеркальный RAID, который автоматически будет озаглавлен как MD1. Этот раздел также появится среди доступных девайсов. Далее переходим к завершающей 4-й части наших манипуляций. Заходим в раздел FreeSpace доступного девайса MD0.
Add GPT Partition. Оставляем первое поле без изменений, оно у нас уже обозначено как гигабайт на всех дисках. Форматирование раздела оставляем как ext4, а в разделе «Примонтировать» выбираем boot, это загрузочный сектор. Похожее проделываем и со вторым программным девайсом MD1. Там, где после Add GPT Partition форматируем как ext4, а в разделе Mount примонтируем просто как слэш, поскольку это основное рабочее пространство. Нажимаем на Done и соглашаемся с уничтожением данных на физических дисках. В окне создания профиля последовательно задаются имя администратора, название сервера, имя пользователя, для начала нужен хотя бы один, пароль пользователя, и подтверждение пароля пользователя. На этой странице предлагается обновиться до профессиональной версии. Там, насколько я знаю, с платной поддержкой. Заранее выбрано пропустить, так что можно ничего не менять. Важное место, где добавляется возможность удаленного подключения по SSH. Не забываем поставить галочку, если предполагаем управление с другой машиной. Или не ставим, если из соображений безопасности предполагается оставить только физический доступ для внесения любых изменений. В следующем окошке предполагается предустановка всяких приятных сервисов, так что если вы понимаете, что там написано, можете пометить их как необходимые к установке. После того, как вы нажали Done, какое-то, возможно, большое время будет происходить сама установка. Внизу также можно подключить себе полный лог происходящего, если краткой аннотации недостаточно. Следите за тем, что в верхней части экрана все еще висит сообщение Install in System. Когда оно сменится на Install Complete, а внизу появится добавится пункт Cancel Update and Reboot, желательно сразу же нажать туда для перезагрузки и запуска сервера уже с дисков. А обновление гораздо быстрее проделать потом. У меня установка заняла 20 с небольшим минут. Через некоторое время после нажатия на перезагрузку он попытается отключить отсутствующий CD-ROM, это для него нормально. После чего попросит удалить установочный посредник Medium, то есть загрузочную флешку. Если этого не сделать, то он попробует начать установку заново. После извлечения надо нажать на Enter. Дальше пойдет обычная перезагрузка сервера. Первый раз она может проходить немножко дольше, чем обычно. После просьбы залогиниться полнейшая ура, потому что у нас все получилось. Установлен сервер и установлен программный RAID.